Всех приветствуем! Кто хочет посмотреть видео частями, то тайм-коды в описании. Можете пропустить вступление и перейти сразу к первой части как самой важной. А я начну. Предполагаю, что всю жизнь ваши родители и прадеды жили в условиях выживания. Я гарантирую, что ваши дети и ваши внуки будут жить в таких же условиях. Дело не в вас и не в них. Когда вы изучите тщательно современную экономику и демократию, то вы поймете, что это не что иное, как рабовладельческий строй. Просто вам сказали, что вы свободны, и навязали, что демократия – это про свободу. Но не сказали про свободу для кого. Лучший раб – это тот раб, который думает, что он свободен. Это римская пословица. Я запишу отдельное видео, где будут сравнительные характеристики демократии и главных основ управления рабами. Как рабы вы никогда не получите доступ к должному образованию, а если и получите, то и там большинство чистая ложь. И в этом видео я вам это докажу, начиная с его первой части. Сегодня вы узнаете часть правды об экономической модели мира и каждого государства. Эта информация просто перевернет ваше сознание. Я уверен, что ни один человек на Земле вам это не расскажет, потому что правда штука смертельно опасная. И потому что правду большинство не любит слышать. Также я напоминаю, что вы можете не делать репосты видео и так далее. Хотя бы усвойте материал и объясните его другим сами. А мы перейдем к первой части. Вам знаком труд Адама Смита «Богатство народов». Книга достаточно сильно отстала от нашего времени, хотя на уровне школы, я думаю, ее стоит изучить. Я же вам объясню истинную природу вашей бедности и богатства. Не вашего, конечно. Часть первая. Обесценка. Я мог бы сейчас начать рассказывать, что при условии, что вы платите от 60 до 80% налогов от своего дохода, значит 7 месяцев в году вы работаете бесплатно. Но не буду. Говорил это часто, и это не мое ноу-хау, об этом говорят давно. Сначала давайте определим, почему у вас по большому счету нет ничего своего. У нас есть производственно-экономический цикл. Адам Смит определял стоимость товара как труд, потраченный на его изготовление. В экономическом цикле у нас есть произведенные товары и так называемые деньги, средства обмена товаров. Если мы масштабируем, то мы получим коллективного рабочего в виде единицы населения и коллективного работодателя в виде плательщика и производителя банкнот. Чтобы что-то купить, вы вкладываете свой труд, тратите силы на создание некоего блага и получаете за это так называемые деньги, банкноты, которые выступают средством обмена. Но откуда берутся банкноты? Правильно, из воздуха. Их стоимость стремится к нулю. Допустим, у вас есть некая группа людей, отвечающая за выпуск этих банкнот в оборот. Есть такое понятие, как сеньораж. Это прибыль производителя банкнот, то есть разница между себестоимостью выпуска банкноты и ее конечной стоимостью. Сеньораж – это ключевой инструмент дохода центральных банков и государств. Якобы. Это ключевое, что нужно зафиксировать. По данным, которые я нашел, себестоимость выпуска купюры $100 составляет 14 центов. Для удобства расчета мы возьмем 10 центов. То есть, если взять $100 и ее себестоимость выпуска 10 центов, то сеньораж составляет $99.90. То есть прибыль группы лиц, производящих эти банкноты, в 1000 раз выше ее себестоимости. Таким образом мы получаем, что вы 100% своего труда обмениваете на банкноту, которая производителю банкноты приносит 1000 иксов прибыли. То есть любой свой труд, кем бы вы ни работали, вы обесцениваете в 1000 раз. Более того, финансовая система устроена так, что без этих банкнот, производство которых принадлежит одной группе лиц, коллективному работодателю, вы не сможете ничего приобрести. То есть, по факту, вы не просто зависимы от производителя банкнот, вы зависимы от единственно доступных вам условий труда, в которых ваш труд обесценивается в 1000 раз. Вы все еще не начали осознавать, что вы рабы? Тогда мы продолжим. Я уверен, в данном моменте мне возразят, что ведь не все так просто. И по факту за эти банкноты вы можете получить конкретные материальные блага, которые содержат в себе такой же вложенный труд.
То есть по факту, мол, вы меняете труд на труд, и таким образом он не обесценивается. Тут я скажу мою фирменную и запатентованную фразу: да, но нет. Давайте еще раз установим. Для максимальной простоты я всегда за основу беру США, потому что там этот процесс возведен в абсолют. Все остальное в мире лишь копия. Значит, у нас есть группа лиц, которая в лице ФРС печатает деньги. Эти деньги, как мы установили, обесценивают ваш труд тысячекратно. То есть, по сути, вы изначально работаете бесплатно. Теперь я отвечаю на ваше возражение, что вы же можете позволить себе разные покупки за эти деньги. Но давайте разберемся. А какие именно покупки вы можете себе позволить? Остановите меня силой мысли, когда начнете понимать, о чем я говорю. Итак, ваш ноутбук и телефон в руках, производные от нефтепродуктов. Ваши кроссовки, подошва сделана из нефтепродуктов. Ваш мусорный пакет, мусорное ведро или кухонная досточка, производные нефти. Сельскохозяйственные продукты, которые вы едите, они обрабатываются пестицидами, они делаются из нефтепродуктов. Стеклопластиковые окна, нефть. Одежда. А чем она сшита? Нитками. Ясно. Нитки — это пластик. Ясно. Синтетические искусственные ткани. Снова нефть. Бутилированная вода. Тара из нефтепродуктов. Таблетки. А при чем тут таблетки? Я уже готовлю об этом отдельный специальный материал. Но что вы знаете о современной медицине и фарм-мафии? В 1910 году фонд Рокфеллера финансировал отчет Флекснера, где утверждалось, что медицина — это шарлатанство. Все травники, знахари и так далее — это все шарлатанство. А вот фармакология — это единственная наука. И как человек, не сумевший прогулять все свои пары по фармакологии, как вы понимаете, выступал против дикой вакцинации неизвестно чем. Так вот, задайте себе вопрос, из чего делают лекарственные препараты? Бензол, толуол, ксилол, фенол, анилин и так далее. Например, они используются в распространенных лекарствах. В общем, по таблеткам все детали ждите в отдельном видео. Вы будете в шоке. Я не вижу ваших мыслей, которые меня останавливают, но я думаю, вы поняли. Весь мир, который мы знаем, это нефть. Весь мир принадлежит тем, кому принадлежит нефть. Но не просто потому, что надо машины заправлять. Весь мир соткан из нефти. Все сделано из нефти. Так всегда было, есть и будет. И никогда не изменится в ближайшие 100-200 лет, если не начать это менять. Точка и бесповоротная в этом вопросе. Тут даже спорить не о чем. Так вот, то есть у нас есть группа, назовем ее коллективный продавец готовой продукции всем людям, где везде есть нефть. Что бы вы ни покупали в своей жизни, вы покупаете это у владельца нефти. Кто эти люди, мы знаем лишь верхушку. Кто стоит за управлением ФРС, мы также знаем, но лишь верхушку. Я подозреваю, это все одни и те же люди. Теперь логику поняли? Вы зависите от готовой продукции, которая есть только у одной группы лиц, условно. У этой же группы лиц в руках станок по производству денег. Деньги обесценивают любой ваш труд до уровня 0. Купить без них эти самые товары вы никогда не сможете. Это две руки одного коллективного владельца, которые управляют вами как куклой. Вы априори зависимы от одного механизма. Деньги не имеют никакой ценности, это лишь болтик в машине по управлению вами. То есть вы по сути раб, который бесплатно выполняет работу, нужную им. И всегда зависимы от обоих стадий товарно-денежного цикла. Но теперь вас будут заменять роботами. В принципе, я надеюсь, донес до вас эту схему, и вы ее поняли. В завершении первой главы этого видео мы затронем частично тему госдолга, но потом в итоговой части вернемся к этому комплексно. Мы кратко поговорим про госдолг США. Как казначейство США выпускает гособлигации? ФРС печатает деньги и потом выкупает облигации госдолга США у Минфина. США получают деньги в экономику через инъекцию государственных расходов. Кейнсианская модель.
У кого львиная доля облигаций? Кому должно казначейство выплатить деньги по купонам облигаций? Львиная доля облигаций у ФРС. Казначейство, значит, должно выплачивать свой долг ФРС. Кто напечатает новые деньги, чтобы казначейство смогло погасить долги перед ФРС? ФРС. ФРС напечатает эти деньги. Мораль такова. Главное, когда вы ищете того, кому вы должны много денег, не выйти на самих себя. Зачем я сейчас сказал про госдолг? Затем, что он также идеально описывает то, что деньги не представляют никакой ценности. Они нужны просто для смазки механизма, управляющего вашей жизнью как раба. Одна рука вам дает что есть? Нефть. Вторая рука держит вас за шкирку, делая ваш труд бесплатным. А теперь еще раз вернемся к налогам. Что даже при этом всем бесплатном труде вы платите от 60 до 80% от своих доходов в государство. Это не более чем кнутый пряник, механизм регуляции вашей сытости. Все согласно законам управления рабами. И почему демократия – это единственный и неповторимый в своем роде рабовладельческий строй, я сниму также отдельное видео. Налоги нужны для оплаты труда надсмотрщиков за вами, то есть государства. Ибо сам надсмотрщик за рабами, как и в Древнем Риме, ничего не производит, но кормить его надо. Именно поэтому госчиновник живет лучше раба, потому что исторически он такой же раб, но на ступень выше вас. Теперь начнем переходить к другой теме через небольшое замечание, как строить экономику страны. Суть в том, что если ваш долг номинирован в вашей национальной валюте, то абсолютно не важно, сколько долга вы выпустите. Вы в любой момент его погасите своей валютой. А вот если, как в Украине и многих других странах, ваш долг в иностранной валюте, то по сути вы обречены пожизненно работать на обеспечение этого долга. Ссылка на видео о том, как Украина подписала с США пожизненный договор, я оставлю в описании. Например, секрет тех же США в том, что они дают другим странам в долг, в их валюте, заставляя покупать товары, произведенные в США. Таким образом, ваша страна получает долг, а США должника и в то же время обеспеченных товарной массой выпуск своей валюты. Такой себе капиталоколониализм. Далее мы переходим к теме инфляции и второй части. Часть вторая. Я не буду долго останавливаться на второй части. На эту тему вы найдете много роликов в YouTube, но она проста в своем описании, чтобы проще понять третью часть. В таких видео поднимается тема наличных и безналичных денег. Если мы имеем систему обмена товар-деньги, то так или иначе 100 заработанных наличных долларов остаются 100 долларами в условиях замкнутого круга. А вот если эти же деньги проходят через банковскую систему, то с этих денег также взимаются различные комиссии. То есть по сути при каждом обороте из системы должны изыматься, допустим, 1,5%. Но как и рассказывается в таких роликах, что если такие деньги проходят 10 рук, то уже с них, допустим, изъято не 1,5, а 15%. Не придираемся к размеру комиссии, пусть она хоть 0,1%, но суть такова, что пройдя 1000 рук, мы получаем изъятие денежной массы конкретной группой лиц. То есть я говорю о внешнем воздействии процента на систему. Но чудо! Деньги не уменьшаются, а их наоборот все больше и больше. Суть в том, что вся система априори инфляционна, а суть денег как ценности не имеет никакого значения. Потому что по факту мы даже не знаем, сколько в реальности этих денег. Это связано с тем, что деньги не являются богатством. Они являются инструментом регулирования вашей жизни для обогащения тех, кому вы служите. А я считаю, что если по факту, как мы выяснили, вы работаете бесплатно, то значит вы слуги, работающие за еду. И уместно употреблять глагол «служите». Итак, переходим к третьей части. Часть третья – учетная ставка ФРС. Учетная ставка ФРС или Центробанков не является инструментом по борьбе с инфляцией, как вам всем это рассказывают. Она является одной из причин инфляции. Как мы выяснили, деньги – это лишь инструмент контроля за счет последовательного замкнутого цикла. Учетная ставка в своем роде
также отображает здоровье экономики. Если учетную ставку держат высокой, значит на самом деле экономика сильная. Если ее начинают снижать, значит это говорит о том, что экономика слабеет. Тут важно отметить, что мы говорим о правильном экономическом цикле. В этом, кстати, есть небольшой секрет финансовых рынков. Вспомните, как всегда говорят, в рынок надо заходить, когда учетную ставку начинают снижать, а выходить, когда начинают повышать и сокращать баланс ФРС. Но в реале мы имеем абсолютно обратный эффект. Посмотрите на недавние события. Ставка была высокой, а индексы и биткоин показали рост. Для примера возьмем Уоррена Баффета. Он начал сбрасывать активы прямо перед началом снижения учетной ставки в 2024 году. Но при этом сейчас он начал постепенно накапливать активы в японских компаниях, в основном в секторе commodities и производственном. Но суть в том, что Япония за последние 20 лет только начала цикл ужесточения денежно-кредитной политики и повышения учетной ставки. Отвлекся от темы. Важно отметить, что капитал – это основа бедности, что любые ваши сбережения – это основа вашей бедности как коллективного участника. Не вас персонально, а именно общества. Если у вас в обращении денежная масса соответствует товарной массе, что делает и инфляцию, и дефляцию невозможной, то у вас никогда не будет возможности накопления капитала. Если в системе есть накопленный, нефункционирующий капитал в реальной экономике, а такого большая часть, то значит нарушен баланс денежной массы, а значит у вас по умолчанию будет инфляция. И именно нефункционирующий капитал будет обесцениваться. А нефункционирующий он именно у бедных людей и есть, потому что богатые держат все в активах, а не в наличных. Но реальных активов на всех не хватит. Если же вы будете пытаться задействовать весь капитал, то вы мгновенно упретесь в кризис перепроизводства, о котором мы поговорим в 4 части. Но также подумайте, зачем создано столько производных финансовых инструментов, как опционы, фьючерсы и так далее всех мастей, акции пустышки и криптовалюты. Основная задача множества этих финансовых инструментов, не имеющих реальной стоимости, это сбалансировать денежную и якобы товарную массу, аккумулировать и изъять капитал, иначе вас ждет неимоверный уровень инфляции. Давайте возьмем замкнутый цикл. У вас есть 100 долларов и 100 единиц разного товара, который произвели 100 разных людей. Каждый товар имеет одинаковую трудоемкость, то есть ценность. Представьте, что каждый товар производится четко по мере возникновения спроса и потребляется в этот момент. В такой картине мы имеем утопическую циркуляцию денежной массы. Все 100 долларов обеспечены товаром, то есть не имеют инфляционной составляющей. Каждый доллар среди 100 потребителей и 100 товаров проходит полный обменный курс и снова попадает в руки его владельца. Я не хочу все долго это расписывать. Надеюсь, и так понятно, о чем я говорю. И вот далее мы уже развиваем эту утопию в реалии капитализма. Каждый пункт рассматриваем по порядку. Первое. Учетная ставка. У нас один эмитент денежной массы, который один раз напечатал 100 долларов согласно 100 имеющимся товарам и 100 людям. Теперь представьте, что он изначально запустил систему деньги под процент. Между вами проходит цикл товарообмена, и в конечном итоге вы должны эмитенту процент. Вопрос, откуда система может взять эти деньги? У вас их нет, как и у остальных 100 людей. Правильно, она их может только напечатать и дать вам снова под процент. Таким образом, если изначально была запущена процентная ставка, то необходимость дополнительной эмиссии денег возникает именно из-за нее. Второе. Теперь что говорили ранее. Чтобы у вас появился капитал или сбережения, необходимо, чтобы в систему были запущены новые деньги. В обратном случае система будет постоянно закольцована. Если вы отложите свой 1 доллар,
то вы не купите чей-то товар, и в конечном итоге ваш товар не купят у вас, потому что цикл будет нарушен. В таком случае для образования капитализма как такового из такой утопии вам необходим прирост денежной массы, которая априори будет создавать разрыв цикла полного соответствия товара денежной массы. То есть обесценивать этот же самый ваш капитал. Капитал и сбережения – это один из столпов инфляции, а соответственно обесценивания. Третье. Снова вернемся к процентным ставкам. Допустим, вы уже находитесь в системе, которая вышла из утопического первого цикла и запущен постоянный инфляционный цикл. Предположим, у вас есть товар, который вы не продаете, а решаете заложить, чтобы произвести еще больше товара. Но мы все еще на ранних стадиях нашего ада. По сути, своим залогом вы удваиваете необходимую денежную массу для своего товара. Вы произвели 100 стульев, на которые изначально было заложено $100. Вы закладываете их в банк первым. Другие участники не закладывали еще свой товар и имеют на руках старый объем денежной массы. Теперь, чтобы вам эмитент денег дал новые $100, ему нужно их напечатать. Сама суть кредита и залогового имущества порождает потребность в новых деньгах в системе, то есть инфляцию, то есть обесценивание. Главная суть в том, что когда выйдут банкиры и начнут вам говорить, что я дурак, и распишут известную вам модель циркуляции капитала, то она будет абсолютно логичной, потому что вы уже не сможете доказать, а кто был нулевым пациентом, курица или яйцо. Так вот, что происходит, когда первый инфляционный круг закончен? Вам говорят, что инфляция слишком высока и нужно поднимать учетную ставку. Но ведь никто из вас не знает, 110 лет назад сначала была ставка или инфляция. Но смотрим, что происходит далее. Все время, пока вам говорили, сберегайте деньги, накапливайте капитал, откладывайте с каждой зарплаты, вы находились в инфляционной волне, и с каждым шагом ваши сбережения обесценивались. То есть за накопленные деньги вы уже можете купить, допустим, на 30% меньше, чем 3 года назад. То есть ваши сбережения по сути утратили часть своей стоимости. Вам говорят, мы поднимаем учетную ставку для борьбы с инфляцией и начинаем сокращать денежную массу. На первый взгляд это означает подорожание денег, а ведь у вас были сбережения. Но напоминаю, к этому моменту они уже потеряли часть своей стоимости. Учетная ставка замедляет экономический рост, и вы начинаете постепенно расходовать свои сбережения все быстрее и быстрее. Когда они заканчиваются, вам нужно брать новый кредит. Влияние кредита на инфляцию мы обсудили, оно инфляционно. Вам снова дают деньги под процент, дополнительно печатая деньги. Все происходит постепенно. Постепенно запускается новый процесс инфляции. Но система настроена детально, потому что там, где у вас нельзя изъять деньги с помощью кредита, их у вас изымут с помощью налога, который достигает 80% от вашего заработка, и с помощью обесценивания вашего труда в 1000 раз. Я не знаю, получилось ли раскрыть вопрос во второй части, потому что такие вопросы требуют намного большего времени. Мы перейдем к третьей части сейчас. Но если вам во второй до конца не все понятно, то прошу вас ее пересмотреть. Часть 4. Экономический цикл. Как сказал бы капитан Очевидность, вся суть потребительской экономики в потреблении. Вы, наверное, часто слышали про экономические циклы. По сути, правильно это было бы называть товарно-денежные циклы. Это две части одного цикла. Денежный – это когда инфляционная и долговая спираль достигает своей высшей точки и просто нет смысла ее продолжать, ее просто нужно обнулить. Товарный – это вы лично. Сколько ни производи, вы не сможете съесть еды больше, чем организм примет. Вы не купите 10 телефонов, вы не сможете каждый ездить на 10 машинах. Я надеюсь, суть ясна. Именно по этой причине считается, что машину нужно менять каждые 5 лет. Потому что, во-первых, это период краткосрочного денежного цикла,
когда начинается новая волна инфляции и продав старую машину, вы никогда не купите новую. Во-вторых, качество автомобиля делается так, чтобы через 5 лет он начинал обязательно ломаться, иначе просто будет невозможно загрузить производственные линии. Любой производственник вам скажет, что проще работать некое время в убыток, чем остановить линии, потому что ее запуск заново потребует массу затрат. Но там сидят не дураки. Машина лишь пример. Не вижу смысла расписывать все примеры, суть вам, уверен, ясна. Разве что добавлю. Финансово неграмотные люди думают, что недвижимость всегда дорожает. Нет, это ваша денежная единица всегда дешевеет. Откройте график американского индекса S&P 500 к доллару, он растет. Откройте к золоту, он по сути не меняется. Безобидным примером завершения денежно-товарного цикла был Советский Союз. Тогда безобидным. По сути, нынешняя война России против Украины и есть тем самым завершением цикла. Уничтожается громадная производственная база. По этой же причине я допускаю определенные события на территории Беларуси и самой России. Не было никакой гениальной коммунистической экономики. Любят говорить, вот были заводы, а все развалили. Правильно, внутри цикла были все формы производства, но сама экономика находилась на пике своего цикла. И не забывайте, кто давал деньги на все эти заводы. И потом столкнулись с перепроизводством. Население не росло такими темпами, чтобы успевать потреблять. Никому не были нужны те допотопные товары, когда уже полмира ездило на коробках автомат. И я вас уверяю, Союз очень просто тогда отделался. Единственным доступным инструментом в такой модели потребительской экономики для ее перезагрузки является война, масштабная смертность и разрушение. Вот только когда все обнулено, тогда запускается новый цикл. Иного пути они не придумали. Иного инструмента для такой экономики, для перезагрузки они просто не придумали, как и другой модели экономики в целом. Почему? Потому что тогда вы не будете зависимы от них. Вы перестанете быть рабами, и они утратят власть. Поэтому с их точки зрения войны и ваша смерть – это естественный этап цикла. Союз было проще обнулить, потому что это была неестественная цельность. Такая же, как сейчас мы наблюдаем в Евросоюзе или попытке создать новый цикл в лице БРИКС. Я допускаю, что одним из грядущих циклов мира будет тотальная роботизация. Сейчас идет мировая борьба, кто после обнуления возглавит этот цикл. Тот, кто возглавит, и будет доминантом ближайшие 50 лет. Мы обсудили все 4 части этого видео и сейчас переходим к выводу. Подведем итоги, что мы имеем и что нам делать с этим далее. Итого, обесценка вашего труда в 1000 раз с помощью такого инструмента, как деньги. Инфляционная спираль, судный процент по кредитам, сбережения и капитал – главные инструменты бедности. Экономический цикл и его конец в виде перепроизводства. Тема просто бесконечно обширная, и пути решения всех этих вопросов требуют больших обсуждений. А я стараюсь сделать свои материалы короткими и инфоемкими. Поэтому первую задачу я считаю выполнил, описал проблему с разных сторон. Как сменить систему, создаваемую столетиями, даже тысячелетиями, тут необходимо много работы. Но если не начать этого делать, то мы никогда не выйдем из этого ада на земле. Я все же попытаюсь хотя бы задать вектор решения таких проблем, а уже когда будет более содержательные идеи, я их озвучу в отдельном материале. Начнем с последнего цикла перепроизводства. Хоть эту проблему и не могут решить веками, как по мне, она более проста, чем первые две. Я однозначно за рыночные отношения внутри общества, но пока мы живем в замкнутых системах государственных лагерей, я все же сторонник плана и стратегии. Запомните, если вы не та самая невидимая рука рынка, которая водит всех за нос, то я вас поздравляю, за нос водят вас. Государство должно выполнять роль аналитика, консультанта и стратега. То, что сейчас называется минимальной заработной платой, не более чем надругательство над выживающими. По сути, если вы правильно меня услышали, то абсолютно не важно, какой уровень объема денег в стране. Важно, чтобы был баланс с товарной массой. То есть, по сути, уровень вашего благосостояния устанавливается искусственным образом.
Все эти богатства народа не более чем разговоры в пользу бедных. Вы сами можете установить уровень благосостояния. Вам необходимо провести масштабные расчеты и установить объемы товарного благосостояния людей. Сколько в реальности человек потребляет еды, ходит в кафе, посещение спортзала и так далее. Все эти цифры можно просчитать и получить на выходе товарные данные. И уже в конечном итоге выразить их в той самой реальной минимальной заработной плате, которая впоследствии перетечет в расчеты необходимой денежной массы. Замечание, что такое в рыночных условиях не работает, не принимается. Если у вас работают антимонопольные органы адекватно, то все работает. То, что мы зависим от импорта энергоресурсов, на которые меняется цена, да, я согласен, но снова, если экономикой страны заниматься, то все эти вещи можно просчитывать и прогнозировать наперед. А если просто сидеть и воровать, а экономику пускать на самотек, тогда, конечно, да. А также давайте не забывать, что в принципе в Украине достаточно не так уж и мало своих энергоресурсов, даже с учетом оккупированных территорий. А вот затраты как раз после разрушений многих производств очень сильно сократились. Самое важное тут, что мы говорим именно о внутреннем потреблении, часть которого также с помощью протекционизма можно заменить. Вы не покупаете телефон каждый день. Я говорю именно о просчете минимальной базы. Просто эта база должна выглядеть не как 10% на себя и 90% на коммуналку и налоги, а несколько иначе. Я сам же говорил, что все в этом мире нефть и принадлежит нефтяникам. То как же мы изменим это? А как 200 лет назад наши предки выращивали еду без пестицидов? И как-то выживали, правда? Снова я говорю именно о минимальных базовых потребностях, которые должны быть заложены на достойном уровне, основанном на расчетах, необходимых человеку. А у нас минимальная зарплата – это просто инструмент регуляции налогов. Повторяю, государство должно выдавать национальный план потребления, где будет четко ясно, какой прогноз потребления пищи, товаров и услуг у нас заложен на год, на 5, на 10 лет. А уже мелкий и средний бизнес будет понимать, куда ему вкладывать деньги. Также на начальном этапе нам важно сбалансировать торговый дефицит в пункте энергоресурсов. А в дальнейшем необходимо просто реструктурировать. Банально даже внутри самой Украины, еще раз повторюсь, достаточно энергоресурсов. Второй пункт вывода. Что делать с инфляционной спиралью? Конечно, объявить такое, это словно объявить о новой мировой войне, но я все же попытаюсь. Мы должны отказаться от судного процента. Вы скажете, это нереально? Я отвечу. Шариат, исламское право. Вот наш ответ в банковской системе. Вы знали, что, например, в Саудовской Аравии и других подобных странах запрещено брать судный процент? Нет процентов на депозиты и нет процентов на кредиты. В этой цепочке, по сути, все выступает в роли инвесторов, где получают участие в прибыли. И заметьте, это работает в их странах. Как сложно это ввести в реалиях Украины? Сложно. Но изменить эту выгребную яму, в которую превратили страну, в любом из пунктов будет сложно. Сложно это не значит, что не нужно начинать. Путь в 1000 миль начинается с первого шага. Нам просто необходимо обратиться за опытом к таким странам и проделать много работы. Но я думаю, она того стоит. Сбережение и капитал. Вот тут нам уже будет еще сложнее. Реализовать этот пункт, то, как я себе вижу, это пока больше на грани утопии. Я вижу так, что при достижении правильного уровня минимальной заработной платы, цикла производства и баланса товарной и денежной массы, человек будет иметь настолько стабильный уровень проживания, что ему не нужно будет делать своим смыслом жизни накопление, которое по факту в итоге обесценивается каждый год. А те накопления, которые все же будут сразу задействованы в обороте внутреннего репроизводства. Или будет создан некий фонд экономической экспансии, который будет заниматься инвестициями вне страны, но получать прибыль будут прежде всего его вкладчики. Повторюсь, сейчас это звучит как утопия, но какова альтернатива? Вас учат откладывать деньги.
Но сам этот процесс инфляционный, а значит он же обесценивает ваши деньги. Грамотные финансисты никогда не хранят деньги, они хранят активы. И наконец последнее для этого видео. Что делать с обесценкой денег? Но как минимум деньги должны стать долговой распиской эмитента. Само собой с золотом мы их не обеспечим. Да и смысла особого нет, если вы слышали про новые разработки обработки свинца. Если это правда, то золото утратит свою стоимость в таких масштабах. Я говорю о большом перечне того, чем владеет государство. Земля, конфискат, активы и так далее. Деньги должны стать долговой распиской на случай фискального кризиса. Гражданин в таких условиях должен знать, что он всегда сможет обменять эти деньги на актив от государства или, допустим, льготы. К примеру, деньги могут быть обеспечены выработанной электроэнергией. Тут много нюансов, тут 3 восклицательных знака. Это очень тонкий инструмент, и его необходимо будет проработать, чтобы в конечном итоге это не стало инструментом разворовывания страны. То есть тут важно прописать условия, при наступлении которых гражданин будет иметь права такого обмена. Прописать перечень. Перечень должен быть в открытом доступе. И все это должно быть правильно опубликовано. И все операции такого обмена должны быть публичны и на блокчейне, чтобы это можно было проанализировать и отследить нарушения в открытом доступе. Повторюсь, это очень тонкий инструмент, но это гарантия того, что бумага, за которую вы все тратите свое время, в любой момент времени приравнивается к ликвидному и рентабельному активу. Ну что ж, всех благодарю. На этом все. У кого хватило терпения досмотреть до этого момента, я вас поздравляю. Значит, такие люди, как вы, реально заинтересованы в создании хорошего дома для своих детей и будущего. Всем еще раз спасибо. Подписывайтесь на канал, чтобы говорить правду вместе. Хорошего дня и мирного украинского неба.